пустая дорога, и никого нету, и широкая. Это ж филиппинка будет в шоке. Как такое вообще возможно? Можешь себе надо показать. Уже 160. Здорово, катаны. Ну вот я наконец-то решился скрафтить видео о нашей поездке в Абхазию с другом. В начале ноября она была, 19 года. Все никак времени не хватало. Что вы видите сейчас? Это дорога в сторону Джубги она идет. То есть еще не доехали до моря. Вот такая вот она, кайфовая. Красивые виды с обоих сторон. Говорят, в России плохие дороги. Вот я подтверждаю, что в России бывают хорошие дороги. И это не сезон, ни пробок, ничего нет. Едем, кайфуем. Солнышко светит. Листва такая желто-оранжевая, уже вон склоны предгорья. И езда реально доставляет удовольствие. Как руление, вон Карифан за рулем, так и съемка и последующий пересмотр всего этого. Я вообще люблю фоточки смотреть. Вот я когда наделаю фоточек, мне больше доставляет радость, когда я затем пересматриваю там через годик, через 2 годика эти фотографии. Вот. Как у нас эта идея поездки вообще сформировалась? Ну как, позвонил, говорю, хочу в Абхазию, поехали вместе. Я все порешаю и поехали, в общем-то. Легко и просто, как я люблю. Я предлагал изначально ехать на поезде, ну, потому что мы ехали на 3 дня, это как бы мало, я говорю, да там до Гагры пока доедешь, блин, 8 часов пройдет. Ну, друг что-то говорил, да там чё, 5 часов ехать, ну, в общем, так получилось, как я сказал, зато вот насладились классными видами, которые вы сейчас тоже наблюдаете в этом видеоряде. Поэтому решили смотреть максимально быстро по приезду, максимально насыщенно проводить время в Абхазии. Что мы решили посмотреть? Рицу, Новоафонский, это что там, я еще не знал тогда, что там, монастырь, пещера или не знал, в общем. И там может куда-нибудь еще сгонять, если останется время. Просто погулять по Гагре. Вот это вы видите тоннель, это уже Большой Сочи. Там к Олимпиаде, перед Олимпиадой построили вот такой... Ну там вообще много чего построили. Там вот эти тоннели построили под дорогами, под городом, которые электроникой контролируются. Там вон вы видите стрелочки электронные. То есть можно как угодно, там можно реверсивку сделать, можно обычный режим сделать. И в общем все с пульта контролируется, с центрального. Вот, и там построили объекты инфраструктуры под саму Олимпиаду на Красной Поляне. Ну, в общем, много чего там сделали. У нас, как обычно, был бы повод, все будет. Вот, и под этими, в общем, в этих тоннелях проезжаешь довольно комфортно, не заезжая в сам город. Выезжаешь там где-то уже в Адлере, по-моему, я не помню точно. Вот это вид такой на город. В общем, довольно современно, довольно красиво. И это опять же к вопросу о том, что в России бывают хорошие дороги. Все зависит от места. Сама граница с Абхазией не представляет из себя ничего такого удивительного. Там река,
Абхазия через реку находится, идешь на границу, проходишь, можно с внутренним паспортом, можно с заграничным паспортом, российскую часть, потом абхазский пограничник также смотрит. Печать обычно не ставят, может быть кому-то и ставят, конечно, я не знаю, но мне не ставили, и другу тоже не ставили. Когда я в следующей поездке ездил туда, ну вы, наверное, смотрели там в одном из других видео, я нашел попутчицу, ее завернули на границе российские пограничники за долги, потому что было уже возбуждено производство по делу, а она об этом не знала. Ну и в той поездке, вы можете там посмотреть видео, найти у меня на канале, я был один. Ну и, наверное, это даже было хорошо. Потому что лучше без Мурки, чем с какой попало Муркой. Вот. Тут дождик небольшой начинался, когда мы ехали, но, к счастью, на следующий день его уже не было. Момент прохождения границы не показан, там нельзя снимать. Как законопослушный гражданин, я повиновался этому запрету. Вот вы тут видите указатель, там что-то не разглядел. Вот это уже Абхазия, то есть перешли границу, едем дальше. Ну вы видите, как контрастно это отличается от того, что было в Сочи. То есть такой прям современный город, большой, там инфраструктура вот эта дорожная. И здесь вот просто обычная дорога, кипарисы. Там справа море, закат очень красивый, кстати, был. И, то есть разительно отличается от Сочи, когда въезжаешь в Абхазию, там граница duty free и видишь вот такое вот, то есть самые обычные пейзажи. Но когда к Гагре подъезжаешь, там покрасивее становится, больше моря справа, больше гор слева, и уже это вот этот закат прекрасный. Кстати, он там каждый день почти такой вот. Первую поездку, вторую поездку, оба раза был просто шикарнейший закат. Абхазия вообще очень красивая страна. Вот отель в Абхазии, Амран, кажется, называется. Приветливые девочки на ресепшене. Ремонт, все отлично. Есть сейф, полотенце, чин-чинарем все. И вот это все удовольствие за 2 ночи стоит 3200 рублей. 240 там, что-то типа того. Вот так вот можно бюджетно и качественно в Абхазии в отеле остановиться. Есть даже фен для волос. Так, а мыло есть? Да, мыло есть. И все это, как в нормальных во всех отелях, ежедневно будет пополняться. 3, 2, 1, фас! Пошли, пошли. Пойдем. Эй, Барбос, пошли. Барбос. Водичка в луже прозрачная. Все-таки надо было одеть обувь. Ну и Барбос, вот конечно. Все, Барбос Вот он нас в охране. охраняет. Все машины отгоняют от нас. Прогулка по ночной Гагре. Милиция. О, Барбос пометил кусты милицейские.
О, Тихо, тихо. барбос чихнул. Личная охрана. Зачем нанимать кого-то, да, когда можно просто собаку ближайшую позвать? и всё. Видно что-нибудь? А? Видно что-нибудь? Да, все видно, смотри. Ну, это надо смотреть на компьютере. так Да. очень понятно. Ну вот в игру посмотри. Традиционная одежда абхазская, вот видишь? Да? А вон человек. Всё тогда. Ну а что это? Не знаю, просто ей так хотелось одеться. Это традиционная. Ну я так думаю. Мне нравится, когда твердая и ровная поверхность под ногами. Вот Дима. Вот на следующий день, как утром, мы встали там, то все, поехали на Рицу. Рица — это озеро, объект для посещения не только в летнее время, но и осенью, и весной, и зимой. Рица прекрасна всегда. Там, как правило, вместе с Рицей заодно посещают там водопад какой-то, что-то я уже забыл, как он называется, рядом он там есть. Ну как, Гекский водопад. Вот. И заодно посещают там дачу Сталина. Она немного дальше находится. Также каньоны по дороге, там, то есть, ну, как вот едешь, все подряд просто посещаешь и все. Каньоны, там, водопад на него, либо пешком можно пройти, либо, если машина позволяет, джип какой-нибудь 4х4, проехать на машине. Дача Сталина — это дальше Рицы, и кому интересно, можно там еще дальше подняться на Малую Рицу пешком, или, я не помню, по-моему, на лошади можно. Кстати, вот это мост, по нему на 4х4 ездят. По дороге тоже типа достопримечательность местная. Еще там, не знаю, работает, нет, зиплайн есть большой, тоже по дороге на Рицу. Вот, от Рицы можно подняться дальше, выше на Малую Рицу. Тут все опять же по возможности, пешком или там на чем-то можно по-разному делать. И все это красиво, и все это достойно съемки, фото и видео. Вот это место на maps.me, оно помечено как водопад любви. Похоже на то, что водопад любви — это вот этот вот ручеек. Что касается по ценам и парковкам, цены там очень бюджетные, как на туры, так и на проезд. Там, по-моему, в одном месте берут где-то при въезде вот в этот Рицинский нацпарк, или что это. То есть, ну там рублей 300, может быть, что-то такое, и за парковку там что-то типа стольник. И едешь. Цены на экскурсии
Ну, что-то типа от 400 до 1000 рублей. То есть тоже довольно все бюджетно. Ну, как мы там говорили с другом, точно дешевле, чем в Краснодарском крае. Вот. Что касается безопасности, вот в интернете там многие пишут, что Абхазия это небезопасно, да там то, да там все. Ну, что я вам скажу? В принципе, любое место, оно не является абсолютно безопасным. Хоть в России, хоть в Америке, хоть там в Европе, хоть где угодно. В Европе, вон, друг рассказывал, там такие есть очкуры, что просто страшно появляться там. Вот тоже тоннель там есть недалеко. Симпатично выглядит, как на свет, в общем, едешь. Я в Абхазии не чувствовал себя в опасности, но, конечно, нужно соблюдать определенные меры предосторожности. В частности, не заигрывать с абхазскими девушками, потому что это все-таки Кавказ. Нужно соблюдать традиции, уважать, понимать менталитет и культуру этих людей. Ну, как и в любом месте, куда вы приезжаете. И тогда все будет хорошо. Ночью не залазить куда попало, там не лазить по заброшкам ночами. А заброшек здесь очень много. Вести себя прилично, все будет нормально, я думаю. Вот это Норицы, такие вот места, осень, то есть все красивое, желтые листья везде, завалено этими листьями, все дорожки, камень такой старинный. Там довольно много всяких едалин на Рице, то есть заведений, где там типа готовят абхазские блюда, но я советую в них не есть. Ну, потому что качество. Я советую есть в кафе и в местах, которые удалены от туристических вот этих объектов. Я только сейчас, осознал, что эта вся дорога, которая построена была до озера Рица, знаешь, зачем была построена? На даче. На дачу, да. Прикинь. То есть реально офигеть. Так вот, на даче Сталин целую дорогу километров 60 отбомбили, в ущелье. Вот эта дорога, она, собственно, вот так выглядит. Там очень красивые места, и не зря там в свое время бывал Сталин. Я не могу сказать, что он там жил, потому что, как на экскурсии по этой даче сообщили, он там на самом деле не жил. Он там был раза 2 или 3, и все. Тем не менее, ради вот этих 2-3 раз ресурсы были потрачены, бюджет был освоен, и возводили вот эти все инфраструктуру всю, то есть строили дорогу, строили дачу, облагораживали и так далее. Мы с вами находимся в парадном коридоре дачи Сталина. Вот здесь со стороны аллеи, там вот будет выход к озеру Рица. Сам Сталин приезжал на эту дачу всего 5 раз. С 1947 года по 1952. Некий период времени. Несмотря на это, функции обогрева на даче были предусмотрены. В подвальных помещениях находится котельная, а здесь вот по бокам за рамочками будут батареи. Так что во всех Едем обратно. Мы решили в этот день скататься в Новый Афон. Новый Афон — это то ли маленький городок, то ли поселок. Я не помню, сколько там километров от Гагры. Это Гагра, Новый Афон. Сейчас посмотрим. 56,3 километра. То есть ехать где-то около часа. Ехать где-то около часа.
Вот там рядом находится монастырь. Там рядом находится пещера Новоафонская. Монастырь мы смотреть не будем. Хотя говорят, что это тоже стоящий объект для осмотра. Мы посмотрим только пещеру. Кстати, по приезду туда оказалось, что билеты как-то там непонятно как нужно покупать заранее, но... и они продаются только с тургруппами, но... часто из тургрупп кто-то отказывается идти, и тогда человека проводит. Но мне сдается, что это просто маленькая хитрость. И всегда есть шанс туда попасть, просто поговорив с бабушкой, продающей сувениры, и что-нибудь у нее купив рядом. То есть не стоит ориентироваться на тургруппы и билеты, можно самому сгонять, поговорить и пустят. Метро, ведущее в пещеру, стало удивлением для нас обоих. Слободская. Похоже. Похоже? Подождите. Дайте открыть. Нет, потому что еще круче. Очень долго. Ну да.
Вот мы прокатились туда-сюда в метро, в пещеру, прошли по пещере Новоафонской. Ну что, очень классно, я скажу. Это было очень здорово. Особенно поразило метро в пещеру, даже больше, чем сама пещера. Миха, скажи Вообще привет. круто. Мне понравилось все. Что-то новое увидел в своей жизни. Вот ему тоже понравилось. Вот так и прошел день. Рица, новый айфон, и то не весь. В Абхазию хорошо бы ехать дней на 5, а может на неделю. А если ехать с велосипедами, то возможно даже недели на 2 там хороший кайфовый велопоход устроить. И все это без подъема на Агепсту, на которую нужно выделять неделю отдельно, если посещать это место. На улице плюс 9, подогрев плюс 29. Кстати, завтрак включен. Абхазия стоит того, чтобы туда ехать. На машине хорошо путешествовать. Нет машины. Экскурсии, пожалуйста, 400 рублей за место. Будет даже, может быть, комфортнее, чем на машине за счет того, что не нужно ее вести. Ну и фотографий, конечно, таких с дороги не сделаешь. Вот. Отель Эмран. Рекомендую. Миха, пошли вон к морю, вон спуск. Во, Миха счастливый, я его вывез. Ну или он меня вывез. Кто на ком ехал, Да. непонятно, да? Короче, в Абхазию в первый раз тоже. Он тут от всего, короче, кайфует. Природа офигенная. И понимает, Мне что... понравилась вот аллея, вот это вся. вот Понимает всё Миха, это. что нужно еще ехать сюда хотя бы разок и надолго. Мелкая галька. Вот пляж здесь галечный. Но красиво все равно. Черное море есть Черное море. Че, Миха, расскажи, как твои впечатления от всего, что мы увидели? Офигенно. Пещера крутая. Лучше всего пещера. Теперь у нас метро — это мера крутизны пещеры. Да. Просто пещера с мини-метро. Круто, надо побольше бы полазить, конечно. Еще по городам всяким, да, не одна Гагра, я думаю, такая. И Гудаута, и Сухум. Да, я думаю, там тоже надо. Море, если честно, меньше всего интересно. И причем гораздо дешевле, чем во многих других местах. Да. Ну вот Точно есть, дешевле, чем на Черноморском. есть цель На- для на отдыха. курортах Черноморского побережья Краснодарского края это точно дешевле. И лучше. Как минимум за те же деньги лучше. Пальмы кайфовые, блин, на Филиппинах пальмы другого типа. Да? Да, там листья у них. Но подобное что-то я там тоже видел. Но вот этих кипарисов там нету, конечно. Это ж субтропики нужны для кипарисов. Кипарисы, да, они такое. Там с большими листьями такими здоровыми пальмы. Слушай, а может мы сами на эту смотровую сейчас сгоняем быстро? Я бы на самом деле уже бы выезжал, потому что если мы 8 приедем, то есть у нас половина дороги, ну короче, у нас дорога вся уже будет как бы такое, ну, темноте. А я бы хотел выехать на трассу до темноты. Ну, тогда поехали.
говорил, что лучше часов там 13 час выезжать. Уже, в принципе, так и есть. Да, 12:30. Я понял, Просто по любасу я просто хочу сюда сравни, вот вернуться там на видел недельку. клетку, да, которую они кладут, видел? Ну да. А теперь сравни с вот этим. Это натуральный камень. Это этот... Как это называется? Я забыл, как он называется. Ну, короче, это очень крутой камень, который очень дорого стоит. Ну не гранит же это. Это не гранит. Это не гранит, это покруче будет. Вон, видишь, пористый такой, у него вся структура такая пористая, и он впитывает влагу, и она проходит сквозь него. То есть даже когда на улице дождь идет, на нем нету луж. И не керамзит это. Это натуральный камень. А керамзит что, не И- натуральный что И ли? из-за этого как раз таки он этот самый. Он столько лет пролежал, и с ним ничего не произошло. И эти базари его когда будут разбирать, и тут тоже говяную плитку делать, вот этот камень уедет кому-нибудь домой. Едем вот обратно. Дорога вне сезона до Краснодара занимает где-то часов 7, там, может 8. Ну, смотря, конечно, как ехать. С учетом, что еще нужно границу пересекать и стояние в пробке при пересечении границы на автомобиле. Оно тоже отнимает где-то 1,5, там, плюс-минус часа. Границу гораздо быстрее пересечь пешком. Для этого нужно доехать, собственно, в Адлер. Ну, это если в сторону Абхазии, доехать в Адлер, затем там есть маршрутка какая-то, не помню номер, до КПП Псоу. Она останавливается прямо возле погранпункта, то есть это другое место, не там, где на авто пересекают. С паспортом идешь к пограничнику, туда заходишь. Там все пробивают, проверяют, и потом, значит, идешь дальше на Абхазскую, там, ну и там со стороны Гагры стоят маршрутки, там сколько, что-то 50 или 100 рублей докинет он до Гагры, там много маршруток, всегда они готовы везти туристов. И есть также таксисты, готовые устроить индивидуальный тур, я рассказывал про это в предыдущем видео, хотя та поездка была после данной, как я один ездил туда. В общем, ну и в обратном направлении то же самое. Ловишь маршрутку в Гагре, доезжаешь до границы, проходишь ее пешком, это реально быстро, там, может, минут 15-20 занимает. Ну и дальше уже из Сочи, там, ласточка, электричка, что угодно. Вот. Но в сезон я бы, наверное, даже и не поехал туда, потому что много пробок. Если это общественный транспорт, а не автомобиль, то билеты, конечно, нужно заранее покупать. Цены на отели гораздо дороже. Народу больше на пляжах. Я не люблю. Ну и жара ужасная. Вот. Даже вот вне сезона местами, там вы дальше увидите, были
пробки вечером, когда мы возвращались обратно. Кстати, обратно мы решили не ехать через Горячий Ключ, сократить путь. И после Джубгинской развязки мы свернули налево на Газпромовскую дорогу, так называемую. Она выходит в Северском районе, там какая-то станица Шабановская, что ли, что-то такое. Вот. Это дорога гравийная, вы скоро ее увидите. Вот, кстати, тут эти витки все, пробки, там красное, все на Яндекс.Навигаторе. Дорога Газпромовская гравийная, но по ней реально срезаешь. Слева Красная площадь, справа нефтеперегонный завод. Надо окно закрыть. Надо воздух закрыть. Слева Красная площадь, торговый центр, справа вонючий нефтеперегонный завод. И это просто контраст. Роснефть. Выходишь, пошопился и вкушаешь запах бензина, там, нефти. Что еще рассказать про Абхазию? Помимо нового Афона и Гагры, стоит также посетить Сухум. Сухум — это столица Абхазии, там кафе Нарт, вы его видели в моем предыдущем видео, наверное, одном из видео. Там очень много забросок, там есть ботанический сад, в общем, там есть что посмотреть. Зоопарк еще там с обезьянками. И еще я вот прям недавно узнал, когда делал это видео уже, есть заброшенный или полузаброшенный город Ткварчели. Ткварчели он, по-моему, называется. То есть, ну, для любителей таких оставленных заброшенных мест. Это должно быть интересно. Хотя я не был там ни в первую, ни во вторую поездку. Ну, возможно, побываю еще в будущем. Даже асфальт пока есть. Можно тут подрастать больше. О, что-то изменилось. Вот это мы уже едем по Газпромовской дороге. Она, кстати, есть в картах. На легковой машине там можно проехать, но желательно, конечно, иметь повыше подвеску. Я просто не смог перед этой поездкой ничего путного найти. Кто-то там пишет, что прям говны там ужасные, и дорога размытая, и вообще там страшно. Ну вот мы ночью на обычной машине легковой решились проехать. Блин, но там классно. Там луну классно видно, там лес, там тихо очень, остановиться, просто понаслаждаться этой тишиной после долгой поездки приятно. Но местами, конечно, очень крутые там подъемы, аккуратно нужно забираться в них. Вот мы уже выехали. Там километров, короче, 40 этой гравийки было. Ну а когда выезжаешь там ближе уже в Северский район, я не помню точно, как там что называется, то уже вот такой вот нормальный асфальт, потом снова гравийка. Ну, асфальт-то Шабановская была, по-моему. И вот едешь, потом выезжаешь уже там... Там крепостная станица, налево крепостная, если с моря ехать, направо Ставропольская, ну и потом Смоленская, там уже асфальт, это довольно крупные станицы Северского района Краснодарского края. Ну вот такая вот дорога, как вы сейчас видите.
Что еще? В Абхазии на самом деле очень много мест, которые стоит посетить, в том числе и любителям горных восхождений. Вот Агепста — это самое известное, вы можете, например, загуглить там у Дмитрия Ковинова, почитать про нее, как он на нее поднимался. В общем, спасибо вам, подписывайтесь на канал. Всего доброго, до новых встреч.